Доброе утро, друзья мои. Я вчера впервые, наверное, в жизни так рано легла спать. Не в жизни впервые, а впервые за несколько лет. Потому что я после зумбы еще и дома занимаюсь силовыми тренировками. Геннадий, насыл, Денис? Güzel? Çok şükür. Сосед мой тоже возвращается с моря. Говорит, с моря обалденное, как ни странно. Сегодня, как ни странно, у нас 2 дня обещали дожди. Где они, эти дожди? Посмотрите, какая красота у нас. Но я не могу понять, почему здесь все мокрое. Друзья мои, трава мокрая, все мокрое. Очень интересно. Сейчас посмотрим, переверну камеру. Гляньте. Дождь был, что ли? Или поливали? Очень странно. Неужели обещанный дождь все-таки прошел, а я не заметила? А я проспала. Сколько машин в это время? Все едут на работу. 8:30. Так вот, продолжаем. Немножко ушла от дороги. Меньше будет шума. Я в день зумбы, когда у меня, стараюсь потом, у меня энергия есть, позаниматься силовыми. Что это значит? Поприседать моими этими гирями, с руками поработать. В общем, со всеми мышцами. Именно у меня энергия появляется только после зубы. Аж вечером пошел кабли. Сестра была в деревне у родителей. Маме же поставили зубы, все хорошо. У них такой сад, такой огород, точнее. Все растет, все цветет. Вы понимаете, они еще нам прислали, потому что у них очень много всего посадили. И вот мой муж пошел за подарками от родителей. Принес помидоры, а помидоры совсем по-другому пахнут. Не то, что мы тут тоже покупаем, они очень вкусные. Женщина тоже спросила, говорит, вы на море идете? Вот, а я думала, мне опять за камеру, то, что я снимаю, замечание сделать. Так вот, продолжаю. И вот принес он огурчики, помидорчики. Боже, как они пахнут. Какие они, наверное, вкусные. Я же ночью не кушаю. А еще что принес? Огурцы, помидоры и кабачки. Кабачки такие маленькие, малепусенькие. Но так это приятно от родителей все получать. Я такая благодарная. И вчера был базар, вы видели. Столько мой муж принес всего вкусного. Ну как быть неблагодарной, скажите? Ну как быть неблагодарной за эту жизнь, когда я ни о чем никак не думаю. Я живу сейчас на всем готовом. Раньше, вы не понимаете, как мне было сложно жить. Я думала за все. Даже когда жила в браке с мужем, с детьми. Я думала и рассчитывала всю свою зарплату. На его зарплату я вообще никогда не надеялась, потому что он мне ее почти не давал. Всегда у него были какие-то причины. Или собирают на похороны, или на свадьбу, хотя я знаю, что он это все пропивал. И я рассчитывала, всегда рассчитывала, считала копейки эти. Хорошо, благодарные пациенты одаривали меня за мою доброту, внимание. И вот что-то я могла себе позволить. А то зарплата получила, в 1 час она уходила. Имею в виду, что я покупала продукты на какое-то время. Ну, конечно, моя мама очень помогала, потому что мама работала в пищевой отрасли. И постоянно оставалась еда, и она мне всегда приносила. Вот она мне помогла поставить детей на ноги, прокормить, потому что, сами знаете, на одну зарплату такую семью не продержишь. Вот и бабушка была, с которой мы жили, я же жила с ней. Знаете, сколько я жила? Лет 16, наверное, жила я с бабушкой мужа. Она такая была строгих традиций женщина. Такая курика настоящая, ей ничего не нравилось. Сначала у нас было очень большое недопонимание. Она меня обижала как могла. Хотела воспитать, наверное, перевоспитать. Муж меня никогда не поддерживал. Всегда меня перед ней еще и оскорблял, и унижал, и т.д. и т.п. Ой, не хочу вспоминать это так. Но потом мы с бабушкой нашли общий язык. И жили, как говорится, все хорошо. И когда она умерла, для меня это была такая травма. Ой, как я переживала. Я помню, я рыдала, страдала, плакала. Это вообще был кошмар какой-то.
И вот как она умерла, после нее началось это сумасшествие. Скандалы. Еще хуже было, чем с ней. Поэтому я не знаю, что лучше. Дорожите теми, кто рядом с вами живет сейчас. Когда они уходят, все переворачивается в этом мире. Потому что мы жили с мужем в этой квартире, и моя свекровь не могла это воспринять, что мы отдельно живем без нее. И решила к нам переехать в нашу маленькую квартиру. И, ну, тем самым показав, что хочет разбить. Вмешивалась всегда. Вот если бы не вмешивалась, может быть, я и терпела бы это всю жизнь. Но я действительно ей благодарна, потому что она нас развела. И закончился ад благодаря ей. Ладно, не будем в эти подробности погружаться. Я сейчас, видите, как здесь красиво сделано. Вообще потрясающе. Так вот, мои дорогие, и вот вчера, я все никак не могу не рассказать, рассказать вчерашний вечер, уже пришла на море. И вот я вчера позанималась 40 минут, покушала творог с йогуртом, с бананом. И как раз мой муж пришел. Сидели, программу нашу любимую смотрели. И я сказала, я не могу, говорю. Он говорит, иди ложись спать, без 15-12. Я как легла, и все. И заснула. И вот я такая сегодня выспавшаяся, проснулась. Ну что вы думаете, проснулась? В 8 утра. Раньше не было, но видно, моему организму это надо было. Боже, посмотрите, какое море. Вы посмотрите, какое море спокойное. Мухтышим, говорят. Обалденное море. Боже мой. О, сосед был прав. О, девочки, я накупалась. Вода сегодня потрясающая. Чистая-чистая. В последнее время все жалуются на побережье всего Средиземного моря. В Алании, в Анталии, кругом пластик. Манифестации устраивают. Сейчас обсохну и пойду домой. Девочки, чем я занимаюсь? Сегодня я здесь все прибрала, почистила. Здесь тоже разобралась. В моем шкафу тоже красоту навела. Потихоньку начинаю избавляться от пыли. Здесь такая пыль у нас, посмотрите. Я только что помыла полы опять. Здесь нужно работать каждый день. Посмотрела, какая у меня косметика вышла из строя. Что можно было выбросить. Выбросила, что оставила. Ну, посмотрите, какие помады. Это Sephora, это L'Oreal, это Revlon. Ну, скажите, пожалуйста, как можно выбросить? Накрасила, девочки. Как я вам такая? И, конечно же, накрасила брови, но мне ничего с этого не вышло. Да, кстати, я сегодня усики выдернула. Такие тени, видите, блестящие. Сейчас буду удивлять моего мужа. Ну, смотрите, волосики растут у меня. И сзади тоже надо, чтобы подросло. Такой тон сейчас я краски использую. Мне он очень нравится. Почему он мне нравится? Потому что, когда отрастают волосы, он не дает рыжину. Это 0,3. Я раньше пользовалась 0,1 L'Oreal, а сейчас 0,3. И вот я все думаю, приду с моря, сейчас посмотрю на себя, полголовы темной. Как только я помою и уложу, мне все нравится. Ну, естественно, это я дурачусь, поэтому такой нанесла макияж. А что я сделала с этой маечкой? Я ей дала ей вторую жизнь. Сколько лет ее выбрасывать не выбрасывается. Я взяла, сейчас просто отрезала рукава, длину. И вот такая я. А там мы не застилаем постель. Вот хотя видите, там у меня за спиной покрывало. Неохота возиться с этими покрывалами сейчас. Может, их надо убрать вообще оттуда. Но они не мешают. Вот сижу и думаю, когда эти дела закончатся. Покажу я сейчас вам то, что я сделала с сумкой своей. Вот моя сумочка. Поближе. Но она у меня еще не закончена. Вот это я должна сейчас расшить еще концы. А в принципе, вот так она выглядит. Ну, плечо, сейчас она пустая, но в нее столько всего помещается. Надеюсь, сегодня я ее закончу. Но я столько в любви в нее вложила. Столько я пришивала этих бусинок. Пришивала. Внутри карманчик тоже красивый. Вот. Вот такая у меня получается. Я довольна, девочки. Зато память моей свекровушки. Ее салфетка
нашла применение. Вот так вот. Посмотрите, какой я сегодня создала обед с помощью искусственного интеллекта. Почему искусственно? У меня какая-то идея. Я не считаю калории. Я вот показываю тарелка диаметра 24 сантиметра. Вот, допустим, сколько будет это весить. Ну да, у меня есть отдельные весы, но мы корректируем с ним то, что можно кушать. И вы знаете, как это интересно, когда особенно делаешь не сама, а просто отправляешь какой-то запрос, и все, он тебе готовую схему отправляет. Девочки, почему я это все говорю и хвалю? Потому что смотрите, как прогрессируют у нас технологии. Раньше мы искали на ютубе какие-то видео, работали с нутрициологами. Сейчас многие нутрициологи останутся без работы, я вам серьезно говорю, потому что всю работу может делать за них искусственный интеллект. То, что и касается и психологов. Сегодня я пока занималась уборкой, так, я всегда слушаю умные вещи. И знаете, как я делаю? Когда я открываю YouTube, я говорю: о Боже, мой Бог, Вселенная, что сейчас мне надо послушать? И мне попалось видео Джо Диспенза. Давайте лучше на меня посмотрим. На меня красивую, я вам расскажу умные вещи. И у него была история непростая. Имел медицинское образование, кажется. А также он любил очень спорт и участвовал в велосипедных гонках. И на одном из перекрестков его сбил грузовик Джо Диспенза. И когда его сбил грузовик, он очнулся в больнице. У него было 5 переломов, начиная от 5-го грудного у него был перелом до 1-го поясничного. Позвонки были раскрошены. Врачи собрали консилиум и приняли решение, что ему нужно ставить прутья, можно так сказать, да, начиная от шейного отдела до тазобедренной кости. Вы понимаете? По всему позвоночнику. И он лежал лицом вниз, смотря. Он не мог лежать на спине. Он, знаете что, подумал, так как он работал, он был психологом, работал над собой и вспоминал очень многие случаи в своей жизни, он решил побороться с этой болезнью без операции. И через 9 недель он встал на ноги. Каким образом? Потому что он ушел себе, он говорит, я лежал. И это была очень тяжелая работа. Все так быстро не происходит. Даже когда мы захотим мышцы накачать, мы после первой тренировки у нас ничего не получится. Представлял перед собой эти свои позвонки, как они, у него какие они здоровые, какие этот, вот таким способом душения он думал, работал, да, отвлекался, да, очень было сложно, да, иногда он бросал, это надоедало, но все-таки через 9 недель он встал на ноги. И о чем он говорит? Говорит, что когда вы идете к психологу, он начинает копаться в ваших ранах, то, что вы пережили в детстве, какие-то травмы у вас были, и вот именно копается, и опять заставляет вас пережить этот ужас. Это большой стресс для организма. Я сама не испытала на себя. У меня подруга, она нам создала сессию психологическую. Вы что думаете? Мне трясло оттуда. Я быстро побежала на тренировку, потому что я вспомнила то, что мне больно. И это был стресс для моего организма. Я первый урок в пилатесе, мне слезы текли. Поэтому он говорит, не надо копаться в прошлом. Прошлое ушло уже. Копайтесь в настоящем и стройте его настоящее свое. Оно случилось. То, что психологи возвращают вас к прошлому и копаются, это большой стресс для организма. И у вас будет одно и то же. А надо строить новые нейронные сети. Как это сделать? Нужно мечтать, думать о всем хорошем и проживать это. Ну ладно, я отвлеклась уже, и то искусственный интеллект, то еще что-то. Сейчас уже не надо кушать, а то я проголодалась. Надеюсь, вам было интересно, дорогие друзья. А вы не забудьте подписаться, поставить лайк и написать комментарий. Если даже комментарий не хотите писать, хотя бы какой-нибудь крестик, плюсик, минус. Ну, естественно, и это можно, если у вас есть доступ к таких смайликов. Я буду очень благодарна, а вам, кажется, не будет трудно. Прежде чем начать обедать, я решила договорить свою мысль. Когда я хочу какой-то задать вопрос, я вот его заранее спросила, можно ли мне картофель в мундирах. Что ты мне рекомендуешь мне сегодня покушать, исходя из предыдущего меню, которое мы с тобой 9 дней уже использовали. У меня есть рыба, которую я сама засолила. Это морской лещ, чупра или дорадо. Он говорит 60-70 грамм. Потом я сняла фото и отправила ему рыбы. И вот такой вот у меня будет обед. И я это заем, конечно, фруктами. Вы видели вчера, как много фруктов принес Ашкем, и можно по чуть-чуть покушать. И какая прелесть пользоваться этим. У меня месяц назад прям так и рвалось. Было желание купить питание, купить все с подсчетами, что готовить. Очень многие блогеры продают этот. Но зачем я буду покупать, когда я сообразила сама поработать с искусственным интеллектом? Друзья, и он мне помогает во всем. Я
захочу какой-то рецепт, я не бегу на YouTube, не бегу на сайты, я просто задаю ему вопрос. Просто рекомендую. За это деньги я не беру с вас. Бесплатно берите информацию, лайфхаки. Все, приятного мне аппетита. Вот сейчас с чистой совестью я могу вам сказать, что мое дело закончено. Снимаю вам, чтобы вы видели. Друзья мои, вот моя сумка. Посмотрите, какая она красивая. Это сумка принцессы. Посмотрите, чем я занималась. Видите, чем я занималась. Давайте рассмотрим по отдельности, что я доделаю. Посмотрите. Это так. А это вот так интересно. Красиво так. Лапуля моя такая, я не знаю, ее надо постирать. Столько я ее мучила. Смотрите, какая вышла красота. 10 тысяч теле. 10 тысяч теле. $150. Юзали евро. Юзали евро. Мой муж смеется, а я сказала, вот кто, если захочет, пожалуйста, смотрите. Это сумка для принцессы. Пока я ее никуда не носила, пожалуйста, звоните, и вы получите 150 евро. Юзали евро. Вот такая вышла красота. Ой, как мне нравится. Ой, как мне нравится. И аж ему нравится. Всем снял фотографии, показывает. Ой, какая прелесть. Можно сумки начинать продавать. А что? Такие сумки еще никто не делал. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.